Ну вот где она ходит до сих пор? Я думаю, она не ходит и сидит. Что, ну, копается в уликах, опрашивает свидетелей. Так не надо меня успокаивать. Ты же прекрасно знаешь, что у них там убивают чуть ли не каждый день. Ой, да перестань ты. Ну, Артем погиб 6 лет назад. А этот звонок, ну это вообще глупость какая-то. Если бы у тебя не было такой дурацкой привычки хватать мой телефон. Да, то тебя бы уже давно увела какая-нибудь бы аспирантка. Ой, как приятно звучит. Давай еще. Если бы я не подошла тогда к телефону, то ты рассказал бы все только Лене, а от меня бы скрыл. Может быть, уже пора и Насте все рассказать? Так что ей рассказать-то? Что? Что звонил идиот какой-то с угрозами? Это интересно. Ну так пошутил он. Именно тогда, когда она вела дело об украденных кубках. Вот Леня не считает это шуткой. А ты думаешь, если мы ей расскажем о звонке, она все бросит, что ли? Да она копать начнет еще глубже. Это она сейчас только подозревает, что это была не просто авария, а узнает про звонок, будет уверена, ее уже не переубедишь никак. Не-не-не, давай мы оставим все по-старому. А твой брат пусть не допускает ее близко к этим историческим делам. Рано или поздно ей это надоест. Нет? Что нет? Она до сих пор считает Артема живым, ведь тело-то не нашли. Я так мечтаю, чтобы она уже хоть кого-нибудь встретила. Да встретит она, встретит. Будет с ним пропадать. А ты опять будешь дергаться, да? Что, ты обиделась? Не обижайся, не надо. Слушайте, прям средневековье какое-то. Откуда взялись эти ходы? Да, в Москве вообще старинных подземных ходов хватает. Но этот явно не средневековый, здесь кладка прошлого века. А кто в прошлом веке мог это вырыть? Да мало ли, здесь на Каширке МИФИ, там 2 ядерных реактора. Слушайте, а я еще детей хочу. Может, вернемся, а то подхватим какое-то излучение. Это вряд ли. Хотя парочка изотопов могли бы сюда просочиться. Но до МИФИ еще далеко, так что можете не переживать. Тупик. Ну, слушайте, а может, эти Юсуповы здесь зарыли свои сокровища, а? Здесь вряд ли. Скорее под палатами Волковых. Там длиннющие подземные ходы. Но их Стелецкий давно уже обыскал. Кто такой? Археолог. Он все искал библиотеку Ивана Грозного. Нашел? Берия объявил недр достоянием государства. А как вы стали экспертом по истории? Второе образование? Наоборот, я сначала училась на историческом, а потом перевелась на юридический. Ну и пошла в Следственный комитет. Опа. Вы не поможете? Да. Плащ. И ливрея кучера. Оторочка на плаще совпадает с фото убийцы. Я уверена, что и волокна совпадут. Ну что, на экспертизу? Угу. Полетели. Пап. Чего? Чего не спишь? Да чего я не сплю? Чего? Ну кто-то же должен за тебя волноваться. Молодец, что ты позвонила. Мама хоть заснула. Угу. Голодная? Чай выпью. Ну, давай. А можно я твой допью? Ну, тогда я себе сделаю. Как свадьба? Да, знаешь, невеста не сбежала, драки не было, скучно. То есть я ничего не потеряла, да? Увильнула от семейных обязанностей и рада, да? Ну, прости. Ты же знаешь, я эти свадьбы не могу. Ну, и что за историческое дело у тебя на сей раз? Ну, там женщину убили. Так. Вот. А ожерелье украли. Старинное? Пока не знаем. Ну, ты не переживай, его уже нашли. Да нет, я не переживай просто. А убийцу нашли? Ого, это вы что, со свадьбы умыкнули? Целый торт?
беспочвенные обвинения, товарищ следователь. Вот этот шедевр кулинарного искусства вечером доставил курьер из знаменитой пекарни Цыганова. Цыганова. Вот, правильно. Доставить именно тебе. Мама даже запретила его пробовать. Давай. Попробуем, да? Угу. Ты чего? Отравлен. Что значит, не попробуем? Попробуем. Салют. Господи, Тёма, ты все время так неожиданно появляешься. Зато никогда не исчезаю. Только попробуй исчезнуть. Ни за что. Спасибо. Поздравь, меня забирают в полицию. В смысле, за что? Ну, позвали консультантом. Представляешь, у них там как раз вопрос по теме моей кандидатской. Ты же даже не защитился еще. А ты, мелочь пузатая, сначала закрой свою сессию, а потом завидуй. Я? Ну скажи же, круто, а? Прикинь, я раскрою преступление. Ты прям как Пуаро, да? Тём, ты вообще-то историк, а не сыщик. Без 5 минут серьезный ученый. Ведешь себя как мальчишка. Настя, Настя, нет в тебе романтики. Почему это? Очень даже есть. Да ну? Да? Ну-ка. О, доброе утро. Доброе утро. Извини, я зачитался. Да уж. Пора начинать официальное расследование. Да тут что запутанная чушь какая-то. Знаешь, Артем погиб в аварии. Если бы тот следователь, земля ему пухом, крепче держал руль, Пап. ты бы сейчас это, ну ладно, все. Ты вот эти бумаги отдай своему дяде. Он лучше знает, что с ними делать. Завтракать будешь? Я чай заварил. Да, сейчас. Да, слушаю. Доброе утро, Анастасия. Срочно выезжай в Коломенское. Что случилось? Еще один труп? Ну почему сразу труп? Похищенный из музея колье драгоценное. Ну как там его? А, Пелегрина. Да. Но, по идее, этим должна заниматься другая группа. Ну должна. Но там пока не выйдут. Потом, конечно, приедут, там решат. Ну согласись, таких совпадений не бывает. А? Да, согласна. Хорошо, я сейчас выезжаю. Давай. Так. Что вы запираете, Игорь Владимирович? Надо было раньше запирать. Послушайте, это катастрофа. Это настоящая катастрофа. Я вообще не понимаю, как такое могло произойти. Жемчужина пропала в этом зале? Нет. Мы должны были ее сегодня отправить на финальную экспертизу и выставить. Завтра открытие выставки. Завтра, понимаете? А вы можете спокойно объяснить, где хранили эти экспонаты? Большая часть хранилась в сейфе в специальном помещении сигнализации под надежной охраной. Ну, значит, не совсем надежная. А когда вы последний раз видели жемчужину? 4 дня назад. Пелегрину привезли в музей. Мы с Игорем Владимировичем поместили ее в сейф. И до открытия выставки к Пелегрине вообще никто не должен был иметь доступ. Значит, когда произошло преступление, не зафиксировано. Слушайте, я абсолютно уверен, что это было во время этого идиотского бала, этого липового дворянского собрания. Устроили, понимаете, черт знает что, проходной двор. Вы подозреваете кого-то конкретного, Я так? никого не подозреваю, я подозреваю всех. А вы должны найти вора. Я предупреждал, тогда пром не кончится. Слушайте, хватит паниковать, а? А мы что стоим, сейф показываем? А вы, сударь, идите-ка пока проветритесь, а то мыслительный процесс затормаживаете. Пойдемте. Значит, сигнализация не сработала.
Нет. Думаю, это был кто-то из своих, из сотрудников. Сигнализацию отключили. Сейф не взломан. Очевидно, похититель знал код и работал в перчатках. Похоже, куратор Станевич был прав насчет бала. Я и так думаю. А почему вы так думаете? Между 2 и 3 ночи несколько камер в коридорах музея вышли из строя, а потом они снова заработали. Ну ничего себе, я еще только об этом узнаю. Мы же с вами вчера целый день общались. Мы значению не придали. Мы думали, технический сбой сети. Крутяк. Так, а у кого были коды доступа к сигнализации и сейфу? У меня и у куратора выставки Станевича. Очень странно, что такая ценная вещь хранилась в музее, а не в банковской ячейке. Слушайте, только между нами, хорошо? Этот Станевич, он вообще, он странный. Я понимаю, человек наукой занимается, но он просто помешался на этой жемчужине. Это он настоял, чтобы она хранилась в музее. Ясненько. Ладно, наши люди опросят ваших сотрудников и снимут отпечатки пальцев. А вы, товарищ криминалист, сообщите, если что узнаете. Как интересно. И все-таки почему вы настояли на том, чтобы Пелегрина хранилась в музее? Слушайте, вы знаете историю Пелегрины, вы представляете ее ценность? Сколько за него могут дать? Да, уголовный кодекс я знаю. Она абсолютно бесценна, не только потому, что это шедевр из коллекции Юсуповых. Пелегрина была неуловима, абсолютно неуловима, понимаете? Понимаем. Только если никто не знал ее владельца, как вам удалось договориться о том, чтобы она была представлена на выставке? Вы думаете, о чем я так гордился? Привезти жемчужину на выставку задумал еще Караев, но он не смог выйти на владельцев. А я продолжил поиски. И нашел швейцарский банк, который представлял анонимного владельца. Представляете, что это такое было бы для культурного сообщества? Очень хорошо представляем. Не только для сообщества, но и для вашей карьеры в целом. Да, послушайте, какая карьера? О чем вы говорите? Это настоящая катастрофа. Придется выплатить огромную сумму. Я даже жалею, что не послушал в свое время Караева. Поневоле поверишь в эти легенды о сокровищах. Еще один. Да вы же сказали, что вы не верите ни в какие легенды о хранителях. Ну, они же откуда-то берутся, эти слухи, да? Кстати, насчет слухов. Вы же сами знаете про подземные ходы вот в том здании? Да нет, ну послушай, это чушь. Под Коломенском нет подземных ходов, тут грунты неподходящие. Тогда еще один вопрос. Где вы были в ночь, когда состоялся бал? Дома с женой. А почему вы спрашиваете? Да? А кто-то может это подтвердить? Ну, жена и может. Праги, подземелья, сокровища, все эти легенды. Во, как я наелся этой мистикой. Это потому, что это не ваша специальность. А мне вот очень интересно. Только информации у нас маловато. Нужно поговорить еще с одним экспертом. Заедем по дороге? Да без проблем. Куда? А радио 7 знаете? Хотите дать объявление о пропаже Пелегрины? Нет. Но идея хорошая. Там есть шоу об истории Москвы. Называется «Прогулки со Смирновым». Мой старый знакомый, между прочим. Еще один историк. Филолог. Но любого историка он за пояс заткнет. Мы с вами побывали в палатах Аверки и Кириллова, старейшем гражданском здании за пределами Московского Кремля. Здесь когда-то работал Малютин Скуратов, который отсюда через подземный ход перебирался на противоположную сторону Москва-реки. А здесь, говорят, замучил довольно большое число москвичей. С вами был Смирнов Филипп. А прочие интересные истории слушайте на радио 7 на 7 холмах. Было? Отлично, спасибо. Привет. Здрасте. Добрый день. Привет, привет. Сколько лет, сколько зим. Не говори. Пойдем пообедаем. Я ненадолго, я по делу. Ребята, сейчас подойду. Я слышала твой выпуск про сокровища Юсуповых недавно на радио. О, меня и в органах слушают. В органах, знаешь, всех слушают. Так вот, ты же, наверное, перелопатил кучу литературы, когда готовился к выпуску, да? Ну, я давно интересуюсь родом Юсуповых и их историей. Хорошо. Да. Вот у меня такой вопрос. Что ты знаешь про хранителей? Слушай, это даже не история, а легенда какая-то, байка. Хорошо. Байка. Тебе же не жалко мне байку рассказать? Тебе не жалко. Спасибо. Смотри, это связано даже не столько с Юсуповыми, сколько с тем местом, где они построили свой дворец. А построили они его на подземельях Ивана Грозного. Вот считаешь, что люди, замученные в этих подземельях, превратились в хранителей сокровищ. Сокровища Юсуповых. Так он же жил намного позже. Не только Юсуповых, но и Грозного. Юсуповы свои довложили. А большевики настолько поверили в эту байку, что замучили Бужинского, слугу Юсупова, Стоп. до смерти. Его фамилия была Бужинский? Да, Бужинский. Но он ничего никому не сказал. И есть исследователи, которые до сих пор лазают по подземельям, ищут этого Бужинского и пытаются у него все спросить, где же, собственно говоря, сокровища Юсуповых.
Потом вылезают и идут работать на радио, да? Да ну. Соловьев, с аппаратом разберись, опять сдачу не дают. Там во втором набери. Степан Борисович, вы чего такой взвинченный? Не нашли, что искали? Да дурость какая-то. Попросили детскую книжку купить, сказки. Так а в чем дурость? Это выдает у вас очень заботливый человек. Вот, я думал, что это будет проще простого. Оказалось, про эту книжку вообще никто ничего не знает. За 3 дня 30 книжек. Ого. Ни автора, ни названия. Понятия не имею. И человек, который попросил, тоже не помнит. Просто сказал, хочу книжку из детства, на обложке пальмы, звери, внутри картинки, а звери вот с такими глазами. Да, с такими зацепками найти будет действительно непросто. Так вот я про что? Товарищ капитан, пришло. Что пришло? Ну как, ответ от Франции. О, отлично, пойдем посмотрим. Благодаря нашему электронному переводчику Костяхину мы выяснили, что Бужинская действительно жила в Париже 3 года и работала в одной из картинных галерей. Под фамилией Юсупова. Да, с фальшивым паспортом, но потом ее разоблачили. Попалась на чем-то. Парижский коллекционер Луи Мессанж заявил в полиции, что Ольга Юсупова выкрала у него драгоценное колье, которое принадлежало Феликсу Юсупову. А потом забрал свое заявление по непонятным причинам. А колье Бужинской и краденое колье, значит, абсолютно идентичны, так? Костяхин, вот сюда. А это, значит, фотография нашего пострадавшего. Ага. Симпатичный? А не в моем вкусе. Я извиняюсь, но это опять вам. Спорим, это от Цыганова? Верни, пожалуйста, обратно курьеру, ладно? А этот курьер хитрее, он уже ушел. Ну и что мне с этим делать-то? Не знаю. Так невозможно работать. Давай я верну и покончу с этим. А вы тогда, может, пока что посмотрите видео с камер наблюдения, да? Хорошо. А вы тогда, может быть, пока что поменяете вот это вот на корзину плюшек. И кофе. 2. Цыганов у себя? У себя. А вы по Капитан какому... Вяземская. Следственный комитет. Тесто нужно любить всей душой, заряжать его положительной энергией. Для того, чтобы продукция Цыганова расходилась с молниеносной скоростью, в тесто добавляется один маленький ингредиент. Вот это сюрприз. Здравствуйте, Алексей. Я хотела бы вернуть вам вот это. Вам не понравились мои розы? Хорошо, в следующий раз я подарю корзинку подснежников. Алексей, я серьезно, не надо больше цветов и курьера с булочками в отделение полиции. Тем более ко мне домой. Вам и торт не понравился? Мне не понравилась излишняя назойливость. Всего вам доброго. Анастасия, давайте я вас хотя бы подвезу. Нет, спасибо, я лучше пешком. Вологодские просто так не сдаются. Можем прогуляться. Ну, если вы не против, конечно. Алексей, ваши ухаживания мешают мне работать. Компрометируют меня перед коллегами. Вы такая серьезная или это работа сказывается? Ну, вы к своей работе тоже относитесь не спустя рукава? Не отсиживайтесь в офисе. А мне нравится в пекарне. Для меня это своего рода медитация. Знаете, с мукой работать – это не пыль в глаза пускать. Да, как же тогда ваши дворянские собрания вписываются в эту картину мира? Знаете, Москва, она ведь как капризная девушка с запросами. Тут по одежке встречают и потому, сколько у тебя денег. Поэтому им приходится иногда подыгрывать. Играете, значит. Понятно? Ну, в каком-то смысле. Не по-крупному. Подождите. Как интересно получается. Совсем рядом работаю и не знал, что такой красивый монастырь прячется в этих улочках. Ну, храму 700 лет.
Да. А вы каждый день мимо проезжаете, не замечаете даже. Вот и Москва тоже очень разная, и люди очень разные. Не все только про деньги, есть и другое, просто нужно уметь как-то это замечать. Анастасия, можно вас пригласить поужинать? Так вы ничего и не поняли. Но у меня есть хоть один шанс вас еще увидеть. 1 на миллион. Мне хватит. Только в том случае, если вы действительно окажетесь причастны к убийству Бужинской. Ну или еще какой-нибудь другой закон нарушите. Хотя я надеюсь, что этого не произойдет. Простите. Да? Поняла, еду. Мне пора. Всего доброго. До свидания. Да. Спасибо за экскурсию. Значит, смотрите, вот ваш булочник. Извините, Цыганов. Так. Да? Вот Бужинская. Да? Вот они стоят. И вот что мы пропустили. Она куда-то смотрит и явно кого-то испугалась. Так, судя по линии взгляда, этот человек явно находится за кадром. И что? Он есть на какой-то из камер? Конечно. Он есть вот на этой камере. Увеличиваю. 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 Это же наш коллекционер. Да, это Луи Мессанж. Этот француз был на балу только под другим именем, и поэтому мы его пропустили. Так это же все объясняет, почему она испугалась и почему пыталась бежать. Да, мотив у него был, он догнал ее во враге, а дедуля наш стал свидетелем разборок. По мне все сходится. Так, и что, он еще в Москве? Вот адрес его гостишки. Степан Борисович, ну вы просто... Полетели? О, на ловца и зверь. Господин Мессанж, полиция. У нас к вам несколько вопросов. Нет, спасибо. Почему? На минутку. Нет, простите. Месье Мессанж, я вас прошу, одну минутку, пожалуйста. Не могу, я не желаю с вами разговаривать. Подождите, месье Мессанж. Вы не имеете права, я гражданин Франции. Простите. Я требую адвоката, представителя французского посольства и переводчика. Сиди! Я не совершил ничего противозаконного. Вы знаете эту женщину? А эту вещь вы узнаете? Вы же за ней приехали в Москву, не так ли? Но чтобы вывести подобную ценность из России, вам придется доказать ее происхождение, предоставить документы и сертификаты. А их у вас нет, потому что в свое время вы сами купили колье на черном рынке, и поэтому вы отозвали заявление во французскую полицию и решили найти Бужинскую самостоятельно. Юсупову. Она представилась Ольгой Юсуповой, потомком старинного рода, а оказалась воровкой. Вы разговаривали с Ольгой во время бала? Угрожали ей? Послушайте, я просто хотел без лишнего шума вернуть свою вещь. Я никому не угрожал. Вызовите ее. Вызовите. Пусть она сама расскажет. Что он сказал? Он не знает, что Ольга мертва. А мне чуть менее противно, все равно. Я покажу вам еще одну фотографию Ольги Бужинской. Она мертва? Я не имею к этому отношения. Она увидела меня и бросилась бежать. Да, я хотел ее догнать у центрального входа, но там ее не было. Больше я ее не видел. А как вы нашли Ольгу здесь, в Москве? Увидел фотографию в журнале. Светская хроника одного из дворянских балов. Смотрю, они оба там. А сейчас что он сказал? Что она была там не одна. Вы сказали оба. Кто еще? Ну, тот, который открывал бал. Он тогда приходил ко мне в Париже вместе с ней. Только я не знал, как его зовут.
Вильяминов. Вильяминов. Мерси. Спасибо. С французским это было просто круто. Спасибо. Не зря я мучилась все детство. О, а что тут Степаныч пришел? Волокна ткани плаща совпали с частицами, найденными под ногтями Бужинской. Почему-то я не удивлен. Костяй! Да? Товарищ капитан. Пришла экспертиза по плащу и отчет судмедэкспертов. Личность жертвы установили. В общем, у нашей гости имен, как у меня звезд на погонах. Она и Бужинская, и Юсупова, а на самом деле по паспорту Ольга Владимировна Шалимова, 89-го года рождения, судимости нет. Ого. Я думаю, Масаныч не единственный, кого она ограбила. Наверняка. У одних воровала, другим впаривала. Только вот где она находила богатеньких клиентов. Вильяминов. Он же всех знает. Навестим? Угу. Господа, по-моему, я ясно выразился. Я сейчас занят. Дворянское происхождение не дает вам возможности пообщаться со всякой челядью. Ну ничего, ничего. Мы в отдел-то съездим и понизим вашу самооценочку-то. Помнится, вы, Андрей Романович, говорили, что едва ли были знакомы с погибшей. Разве нет? Ну и где вы это взяли? У Луи Массанжа. А что, вы его уже не помните? Зато он вас не забыл. Игорь Валерьевич, вы не оставите нас на немножко? Ну что ж, хорошо. Благодарю вас. Простите. Послушайте, я здесь ни при чем. Вы скрыли от следствия личность погибшей. Но ведь ничего противозаконного не было. Я не знаю, откуда Ольга брала камни. Я в это не лез. Я лишь делал наводку на нужных людей. Устроили из своего дворянского собрания что-то вроде рынка, да? Бужинская могла выкрасть Пелегрину? Вы с ума сошли? Ей да точно было не по зубам. Тем более, что в усадьбе она была лишь на балах. Хотя… Она общалась с кем-то из сотрудников? Я точно не знаю. Но думаю, что со Станевичем. Ей нужна была информация о Юсуповых. Вот она и нашла какой-то источник. Да. Дразнило меня, что бросит ради симпатичного историка. А почему вы решили, что Станевич симпатичный историк? Я бы так не сказал. Ну, а кто тогда? Ведь это Станевич у нас знаток-историк, помешанный на этих Юсуповых. Я даже во время бала видел его в музее. Видимо, сторожил свою бесценную жемчужину. К тому же, пару лет назад Станевич вляпался в какой-то скандал с фамильными ценностями. Я истории точно не знаю, но этот Станевич очень мутный тип. Сыграем? На работе не играю. Статус не тот. Жаль. Всего доброго. Всего доброго. Угу. Товарищ полковник, можно? О, заходи, Вяземская. Ну что, закончил там в Коломенском? Ты же знаешь, что закончил. Ты же все время за мной следишь. Ну, а раз не закончила, что делаешь в комитете? Надо было проверить одного фигуранта, куратора выставки. Ну и дядюшку заодно навестить. О, навестить. Давай, говори, что надо. Ты же знаешь, что была похищена жемчужина из коллекции Юсуповых, да? Ну? Вот, а несколько лет назад было другое дело, и там тоже фигурировали… Было, Настя. Был похищен перстень из частной коллекции, потом его нашли, мужика посадили. Он был один. Анастасия, ну, все время исторические ценности, они гуляют по черному рынку. Но не было ни одного подтверждения твоей версии, что есть какая-то там преступная организация, которая еще вдобавок причастна к гибели твоего жениха, извини, Артема. К исчезновению Артема. Настя, это был несчастный случай. Его напарник не справился с управлением. Артем был вместе с ним в машине. Его кровь нашли на лобовом стекле. Ну, ты сама все 1000 раз проверяла. Да. Ну, при столкновении он вылетел в реку. Ну, так бывает. Настя. Да, но сейчас дело не в Артеме.
Я нашла достаточно информации для того, чтобы начать официальное расследование по банде антикваров. Нужно только собрать несколько дел в одно. И я сама этим займусь. Собирай. А Станевич действительно был замешан в одной очень неприятной истории. Он пытался обманным путем выкрасть колье Юсуповых у одной семьи. Каким образом? Подделал документы. И там было указано, что это не настоящее колье, а всего лишь искусственная подделка. Но скандал удалось замять. От сволочь истеричная, а? Да, Костяхин, здорово. Угу. Ага. Понял, молодец, давай. Эксперты говорят, что в музее на пульте сигнализации есть пальчики. Угадайте, кого? Сволочь истеричный. Сволочь истеричный. Здравствуйте, а можно Павла Валерьевича? Вышел, но он еще в музее. Спасибо, до свидания. Станевич все еще в Коломенском. Поехали. Летим. Почему ты отключил сигнализацию и украл Пелигрин? Я ничего не крал, я ее хотел спасти. Я все расскажу. Накануне ко мне приходил Караев и начал опять болтать о сокровищах, о хранителях. Я знаю, что вы скажете, что старик сошел с ума, но я испугался. Испугался хранителей? Да не хранителей. Я испугался, что кто-то во время бала украдет жемчужину. Я на одну ночь, я сделал ее сейф и поместил в подсобку. Я утром бы вернул бы обратно сейф и все. Но на утро вы обнаружили, что Пелигрина на месте нет. Ну да, конечно, еще началась эта история с убийством. Я понимаю, что я был бы главным подозреваемым. Ты и есть главный подозреваемый, не волнуйся. Когда открыли сейф, мне даже играть ничего не пришлось. Все, это конец, это конец моей карьере. Скажите, а вы обсуждали с Караевым идею того, чтобы спрятать жемчужину в подсобку? Да, это, собственно, и была идея Василия Петровича. Несмотря на свое странное состояние, он иногда дает дельные советы. Так, а что у тебя было с Бужинской? С кем? С убитой. Ничего не было, я ее знать не знаю. Послушайте, я женатый человек. Тогда с кем Ольга Владимировна говорила о Юсуповых? Я понятия не имею. Я арестован? Нет пока. Живи. Да ладно, симпатичная история, которым Бужинская шантажировала своего дворянского хахаля, это Караев, не верю. Ну, вообще-то Караев единственный, кроме Станевича, знал, что Пелигрина ночует не в сейфе, так что… Настя, вы же не серьезно. Здравствуйте, насчет Караева Василия Петровича. Как выписался? А когда? Спасибо. Так, быстро к нему домой. Если его нет дома и нет больницы, то где он? Понятия не имею. Вот это и оно. Анастасия, Да. это то, что я думаю? Что? План подземных ходов в Коломенском? А этот крестик тот люк, который мы с вами нашли? Старикашка, хоть и полоумная, но дотошная. Да. Все равно не сходится. Если он убил Бужинскую и украл Пелигрину, то не мог же он сам себя сфотографировать. Значит, у него должен быть сообщник. Угу, должен. Вот же он. Точно. Мне сразу показался странным ракурс съемки. Он просто инсценировал убийство с уже мертвым телом, вот и все. А жемчужину? Он должен был ее спрятать? Да, я думаю, нейтральная территория. Где-то, где он сам бывает часто, а мы искать не станем. Подземелье. Слишком рискованно. Здесь нет ни фотоувеличителя, ни какой-то другой фототехники. Фотолаборатория. Точно. Квитанция. Где ты видел квитанции? Квитанции. Где-то я тут… Квитанции. Так, квитанции. Вот. Это? Вот. Квитанция на аренду. Квитанция на аренду фотостудии.
И адрес указан. Полетели? Полетели. Нельзя же без ордера. Ну, если очень нужно, то можно. Здрасте. Добрый вечер. Здрасте. Как ваша голова? Не болит? Нет, спасибо, не жалуюсь. Пойдемте тогда. Пойдемте. Не забыли ничего? Нет. Точно? Да. Да? А мне кажется, забыли. Красота. Пойдемте. Василий Петрович, расскажите мне, пожалуйста, о хранителях. Вы в них верите? Конечно, вы же сами меня в этом убедили. Да. Понимаете, я почти всю свою жизнь думал, что это все сущие глупости. Ну, все эти юсупские бушебузуки, ну, сказки-страшилки. Пока не встретил его. Хранителя. Да. А когда в первый раз произошла ваша встреча? Я уж сейчас, наверное, не вспомню первый раз. Наверное, когда первый раз увидел подземный ход. Я пошел в него, я там провел целый день, обследовал его. И вышел уже ночью. И увидели всадника, разумеется, в тумане. Да. Но, знаете, он не приближался. Он был в моей голове. Только говорил, что мне делать. И что же он вам говорил делать? Служить. Он просил мне помочь вернуть сокровища законным владельцам. Вы поймите, жемчужина нужна была не мне. Пилигрина нужна была ему. И как только Пилигрина попала на выставку к Станевичу, он велел мне украсть ее любой ценой. И вы убедили Станевича в том, что Пилигрина находится в опасности для того, чтобы получить к ней доступ. Ну да, ключ-то от сейфа был только у него. А убедить его положить ее в подсобку не было большого труда. Это было несложно. Тогда вы украли ливрею и плащ для того, чтобы пробраться на бал незамеченным, если вдруг вас кто-то увидит. Умно. Не глупо. А Ольга Бужинская? Вы же не планировали ее убивать? Ну, конечно. Она увидела меня в окно. Глупая девчонка. Она узнала меня. Побежала к оврагу. Она спутала все мои карты. Я тоже кинулся в подземный ход. Дождался. Сбил с ног. Глупая девчонка. Но именно это навело на мысль стать свидетелем убийства.
поставить ее тело там. Но после этого, после пропажи Пелегрина, все бы стали проверять сотрудников. В том числе и бывших. Кто ж будет проверять полоумного старика, кроме вас? Я вернулся, сунул Колье в плащ, спрятал ливрею. Извините меня за этот пошлый спектакль. А нападение – это тоже была инсценировка. Ведь вы сами ударили себя по голове, да? Мнимый убийца, мнимая жертва. Какая разница? Значит, колье Бужинской было неинтересно ни вам, ни хранителям. Именно поэтому вы так легко пожертвовали им, чтобы ввести нас в заблуждение. А вы уверены, что подлинник у вас? Василий Петрович, образцы вашей крови и частицы с плаща совпали. Так что вам будет предъявлено обвинение в убийстве и в краже Пелегрина. Теперь это совсем не важно. Ну что, подписал признание? Поздравляю. Спасибо. Но боюсь, что в деле с Караевым без психологической экспертизы будет не обойтись. Я всегда знал, что у него крышка поехала. А вам, Настенька, кстати, нужно быть поосторожнее с историками. Интересно, это почему? Ну, потому что работа нервная, надышится там в архивах своей пыли, а потом всякие ужастики мерещатся. А я вот, знаете, вашу книжку нашла. Да. Лимитированное издание, выпуск 65-го года. Ух ты! И как же вам это удалось? Просто историки разбираются в книгах получше, чем некоторые исследователи. Ну-ка, братцы, разошлись! Ну-ка, разошлись! Так. Товарищ Цыганов, я убедительно прошу вас немедленно уйти. Потому что вы мешаете работать мне и моим коллегам. Нам не мешает, нет? У него пирожные без глютена. Не могу уйти. Давайте. Вы издеваетесь? Нет, вы же сами сказали, что мы с вами встретимся, только если я совершу правонарушение. Вот, пожалуйста. Кража наручников считается правонарушением? Конечно же считается. Мы ему еще припишем нарушение общественного порядка. Алексей, а чего вы добиваетесь? Поужинайте со мной один раз. Ну, или хотя бы позавтракать. Ну, посмотрите, какой замечательный человек, такой красавец. Мы за него всем отделением уже болеем. Ладно. Приятного аппетита. Спасибо. Я согласна. Завтра. Только немедленно прекратите весь этот цирк. У кого ключи? Расстегните его. Извини, пожалуйста. Настя, вы просто гений. Я купил ту самую книжку. Спасибо. Я очень рада за вас. Просто у нас завтра с женой будет годовщина свадьбы, и она попросила именно такой подарок. У нее в детстве была такая книжка, вот, я хотел ее порадовать. Ну, будь здорова. Мы с любимой скоро ждем пополнения. Да вы что? Да, и вот сантименты. Здорово. Поздравляю вас, Степан Борисович. Уж извините, что я вас так в штыки воспринял со всей этой вашей мистикой, ерундистикой. Ничего, все нормально. Я-то на Москву стал по-другому смотреть. Вы понимаете, я москвич. Москвич. А в Коломенском я первый раз. Да? Здесь такая, да, история, лепота. Анастасия, скажите, а вы действительно верите во все эти байки, легенды? Ну, вообще, как следователь, я, конечно, больше верю фактам и уликам. Но ведь иногда для того, чтобы их найти, нужно поверить и в легенды, так что… Ну, короче, если судьба нас снова сведет, я с удовольствием с вами поработаю, раскроем что-нибудь интересненькое. Все может быть. Вообще, московская история хранит еще очень много неразгаданных тайн.